Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале «Иная реальность». И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. А я желаю вам всех земных благ, счастья, здоровья, любви, благополучия, изобилия, здоровья, всего самого наилучшего. Итак, мы начинаем с вами эфир в день солнечного затмения, которое, хотя и не видно в нашем полушарии, но все же влияет на нас. Этот день я хочу использовать для общения с душой, духом Солнца, с сознанием, которое глобально влияет на нас, и мы понимаем, что все живое, и планета наша живая, и Солнце живое, и осознание, да, есть там. Поэтому мы сегодня настраиваемся на эту глобальную суть, которую мы раздробили по частям, то есть мы не можем осознать дух Солнца целиком, поэтому мы его разложили на множество богов и богинь солярного цикла, и каждое божество покровительствует той или иной сфере или тому или иному периоду года, ну и так далее. То есть духи, управляющие осадками, духи, управляющие стихиями, духи, управляющие природой и так далее, и так далее, и так далее. Ну и духи, управляющие людьми. На самом деле это и есть единая суть Солнца, которую мы пытаемся осознать через призму всевозможных его проявлений. Поэтому, так как мы люди осознанные, мы понимаем, что надо идти в глубину, да, в суть всех вещей. Если вам эта тема интересна, напишите, пожалуйста, в чате, хотите ли вы узнать больше о той силе, том сознании, которое влияет, безусловно, на нас. И мы посмотрим, что она из себя представляет, насколько нам позволят высшие силы открыть это, и как она на нас влияет. Я к эфиру не готовила вопросы. Я делаю сейчас такой открытый эфир для вопросов. То есть вы можете писать вопросы по теме. Естественно, обращение к сознанию Солнца. Прошу вас активно участвовать в этом ченнелинге. Вклад каждого будет, конечно же, по заслугам оценен, я уверена, высшими силами, потому что участие в таких глобальных процессах – это уже знак того, что вы осознанные, что вы встали на путь служения. Поскольку людей неосознанных обычно, кроме их самих, больше ничего не интересует. Их интересуют только самые простые коды выживания. Деньги, как их заработать и побольше, личная жизнь, опять-таки с точки зрения выживать вместе легче, продление рода, опять-таки только с точки зрения животного инстинкта, потому что все рожают, и я должна родить. То есть вы поняли, люди осознанные, они смотрят на все процессы более глубоко, и сейчас мы с вами как раз должны сделать очень важную вещь. Поднять точку сборки нашего сознания как можно выше, потому что это будет непростой ченнелинг, он потребует от нас не просто осознанности, но и умения работать в канале. Я прошу всех, кто понимает, что такое крест стихий, выстроиться, выровняться сейчас по кресту стихий, создать кристалл нашей группы. Я прошу присоединиться всех желающих к нашему духовному кристаллу. И пока этот процесс еще идет, я поэтому сразу не начинаю. И у нас есть немножко еще времени просто поставить лайк под этим видео, помня о кармической справедливости, о том, что мы в кодах 5-го измерения сначала отдаем, а потом принимаем. И это правильно, и так это и должно быть. И сейчас мы с вами начинаем. Я хочу сначала взять энергетику кристалла группы,
Напишите, кто готов к работе осознанно. Я готов, я готова. Я проводник особого такого плана, немножко необычный проводник, может быть, с которыми вы видите обычно людей, потому что в чем моя особенность? Я работаю в сознании единства, в творческом союзе с родственными душами. То есть я не лидирую, безусловно, первой. Я даю возможность выразиться каждому из вас, вырасти, сдать свои экзамены, проявиться, раскрыться. Это моя миссия, и с этой целью создавался канал «Иная реальность» как платформа для реализации других, а не моя. Реализация моя, она в вас. Я через вас проявляюсь. Поэтому сейчас я прошу вас в первую очередь настроиться, открыться, довериться. Обнимите мысленно друг друга, возьмитесь за руки, как мы это делаем на местах силы. Поднимите точку сборки как можно выше, желательно в теменной центр, если у вас получится. И мы взлетаем приблизительно в метр над теменем. Ну что ж, хорошая точка сборки. Манас – это маг. Я думаю, что диалог получится. Давайте-ка мы еще немножечко возьмем информации про нас, про тех, кто принимает участие в процессе. И я прошу всех, кто наблюдает за этим процессом, тоже включаться. Вы получите непередаваемый опыт сейчас. Опыт необычный, опыт реального ченнелинга. Как вы можете примкнуть к нам? Вы можете поставить лайк под видео, это будет ваш энергетический уже вклад в кристалл группы. Вы можете написать в чате «Я готов, я готова к работе». И это тоже будет ваш энергетический вклад, то есть согласие ваше на работу совместно. Если вы не можете писать в чате, возможно, вы не подписаны на мой канал. Тогда просто ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь, и вы сможете участвовать вот в таких живых эфирах. Всегда, когда я выхожу, будете в курсе. Хорошая энергия единства. За нами наблюдают наши учителя. Здесь уже аркан «Кармическая справедливость» говорит о том, что нас ведут. Поэтому можете не волноваться, все пройдет очень хорошо. Да, я вижу, что вы пишете в чате о том, что Солнце – это очень важно, и жизнь нашей и планеты зависит от Солнца. А я бы убрала здесь слово «зависит». Я бы сказала, что мы едины в одном потоке. И мы созданы друг для друга, и друг из друга произрастаем, происходим. Что мне сейчас показывают высшие силы? Мне сейчас высшие силы показывают, что в кристалле группы у нас есть процесс астральной чистки. У кого-то сейчас достаточно острая фаза перехода, потому что Эйвас, я вижу, что вы делаете свой квантовый скачок сознания. Я вижу, что кто-то переживает, волнуется и зажимается. Я вижу, что кто-то решил просто созерцать, пока не участвовать, не принимать участие в этом всем. Я вижу, что кто-то, наоборот, обращается сейчас прямо в этот момент к высшим силам и просит, идет как исповедь, идет покаяние, идет такое состояние очищения, душевное очищение, очень хорошее состояние. Если у вас будут сейчас наворачиваться слезы на глаза, это нормально, потому что это самое настоящее у нас начинается сейчас литургия сердца. Откройте свои сердца
И, может быть, в этом потоке вы сейчас сможете и отпустить, и трансформировать те программы, которые до сих пор вас еще беспокоят, и вы хотели бы уже их влияние на себя ослабить или полностью убрать. Если у вас есть список ваших манифестаций, вы можете держать при себе. Вдруг понадобится, вдруг вам захочется это произнести. Работайте осознанно. Вы можете выписывать под этим видео, это я говорю для тех, кто новенький, выгружать прямо под видео все, от чего вы собираетесь сейчас избавиться, все, что вы хотите трансформировать. Потому что сейчас мы начинаем общаться с мегасознанием, глобальное сознание Солнца, к которому я сейчас обращаюсь, настраиваюсь. И вы почувствуете всю эту мощь и всю эту силу прямо сейчас. Давайте обратимся к Солнцу мысленно. Пишите, что вы чувствуете, когда вы сейчас обращаетесь к Солнцу. Это очень важно. И я прошу вывести на наше сознание ту суть Солнца, которую нам необходимо сегодня постичь. Потому что Солнце настолько многогранное, многоплановое, что постичь все его сразу практически невозможно. Но насколько нам позволят высшие силы сегодня постичь эту суть и осознать ее, и я прошу сопровождения, благословения высших сил. Итак, ипостась Солнца, проявись, покажись. Ожидаемо здесь руна Савелла, Солнце, Феху. Вы знаете, что Феху – это, собственно говоря, изобилие. Феху, можно сказать, что это такой вот склад энергии, где просто все есть, и всего в достатке, и всего в гармонии. Феху дарует нам покой. Вот здесь вот я сейчас ощущаю полное спокойствие, ощущение того, что у меня все есть, всего достаточно, и я могу этим поделиться. Прочувствуйте, проведите через себя это. У меня все есть, всего достаточно, и я могу этим поделиться. Это осознание себя действительно дарующим, дарящим из избытка, из состояния, что у меня все хорошо. Здесь настолько мирная, хорошая энергия. Здесь нет, знаете, такого злого солнца, которое нас испепеляет. Феху – это очень материнская энергия. Феху, то есть Солнце в глубине своей имеет женскую основу, потому что оно производит энергию, оно ее производит, аккумулирует и только потом выдает. Вот то Солнце, которое мы с вами видим в оптическом диапазоне, то есть уже его лучи, тепло и свет, как мы его воспринимаем, это вторично, это эффект. А в глубине своей Солнце имеет материнский аспект, аспект такой вот заботы, домашний какой-то такой очень аспект. Я сейчас ощущаю, вот больше всего я чувствую покой. И вот этот покой, несмотря на то, что мы видим Солнце, мы видим вспышки на Солнце, да, мы видим очень многие эффекты на Солнце, мы видим бури, да, магнитные, но вот
как раз-таки нам дали с вами, показали сейчас ту ипостась Солнца, где все очень спокойно. Это, знаете, как вот океан. Он может быть бурным, он может рождать километровые волны, да, можно сказать, но в глубине он спокоен. И вот обратите внимание здесь на этот покой, на это. И здесь есть такое какое-то душевное тепло. Вот если сравнивать с тем, что с трехмерными образами, ну вот как будто бы у бабушки на даче. Прочувствуйте. У бабушки на даче. Никогда не будешь голодный, всегда все будет у тебя. Уют, тепло, доброта, ласка и без претензий. То есть вот здесь все без претензий и все хорошо. Я благодарю высшие силы. Проявите, покажите нам эту ипостась Солнца. Раскройте ее глубоко-глубоко, чтобы мы могли ее осознать. А здесь еще 20-й аркан суд, очень интересно. Здесь идет энергия, вот смотрите какая. Нет проблем, нет забот, нет тяжелого труда, нет страданий, страхов. Этого ничего нет. Нет кодов выживания. Есть ощущение, у меня все есть, у меня все хорошо. То есть смотрите, если вам нужно какое-то умиротворение, ощущение именно эмоциональное, вот это ощущение, что у меня все хорошо, вы можете ментально соединяться с энергетикой Солнца. Оно действительно вас взбодрит, оно действительно вас наполнит. Да, горловую чакру сейчас многие ощущают. Это правда. Смотрите, здесь опять повторяются коды, которые показывают о том, что нет раздробленности, нет дуальности, нет каких-то... Здесь все находится в единстве и в целостности. Сознание Солнца сейчас нам проявляется как, видите, интеграция. Как 14-й аркан интеграции. Он здесь единственный старший аркан. То есть, понимаете, это сознание такого уровня, где нет дуальности, но оно осознает дуальность. Вот здесь такое сознание, которое не находится в дуальности само, но осознает наши проблемы. Вот, например, здесь идут такие коды, чтобы вы понимали, по 14-му аркану большое сочувствие к тому, что происходит с нами здесь. То есть это не безучастное какое-то созерцание, это здесь мы настолько связаны, действительно, вот здесь мы настолько одно целое с Солнцем, что Солнце не воспринимает наш мир как нечто, что оно должно обеспечить чем-то, да, это и есть оно.
оно воспринимает, понимаете, что такое планеты Солнечной системы. Вот здесь вот ощущение такое, что эта система и абсолютно все планеты, то есть не только мир людей, а представьте, все планеты, да, в Солнечной системе, это есть его как бы епархия, это есть его, ну, круг его заботы, круг его, ну, можно сказать, что это и есть сознание Солнца, потому что Солнце воспринимает системы как свои системы, вот если бы мы воспринимали свои системы органов. То есть здесь такое сознание, которое, можно сказать, что оно состоит из вот этих всех систем, которые его окружают и которые оно курирует. Также здесь идет очень много информации о таком, знаете, мне хочется почему-то сказать, как мегакомпьютер или как биологическая какая-то, биологический компьютер или какая-то система матричная, но здесь точно есть какая-то система управления. Вот здесь просто образы, которые могут быть в трехмерном мире, нам понятны, да, понятно, что это не компьютерная система, но из того, что мы могли бы осознать, здесь есть система управления, здесь есть сверхразум, который осознает все процессы в их взаимосвязи и управляет ими. Ну, в том числе, например, управляет движением планет, скоростями всевозможными, временем и так далее. То есть масса чего здесь в его епархии. Здесь все находится во взаимосвязи и целостности, и нам сейчас показывают такой план, именно астральный план. Я здесь чувствую, здесь астральный план какой-то, когда вот все во взаимосвязи и все во взаимоощущении находится. Вот у меня сейчас какой-то идет такой космический диалог, хочется сказать, между планетами, между системами. Я ощущаю, как, допустим, летят какие-то метеориты, летят кометы, да, вся эта информация есть, она перераспределяется, управляется. Вот сейчас мне показывают, как все это синхронизируется. И когда наши ученые говорят, что метеорит упадет, там комета пролетит, сейчас вот это выглядит очень странно, потому что на самом деле этим всем управляет разум, и ничего так просто не пролетает и не падает. Потому что если бы не было бы этого разума, уже бы 150 раз все бы разлетелось. Понимаете, здесь какая-то такая система, именно по феху я сейчас чувствую, знаете, это система управления, именно управления. Такого управления, знаете, как регламентация какая-то. Вот как будто бы вот здесь есть система регламента какого-то, иерархичности, какое-то соподчинение и так далее. Но в любом случае эта система довольно четкая, жесткая, не довольно, а очень. То есть это структура, сознание Солнца – это структура, которая полностью вот синхронистично, выверена. И здесь все процессы очень протекают, но не сумбурно абсолютно. По феху это что-то очень такое, ну, спокойное. То есть вся работа спокойно идет, никаких здесь непредвиденных ситуаций, форс-мажоров, вообще здесь все энергии спокойные. Понимаете, здесь все очень синхронистично и спокойно. И причем, да, вот в такой повторяющейся циклической системе это все происходит. Ну, насколько мне позволяет русский язык передавать эти коды, довольно, ну, переводить их на язык речи довольно сложно, но я пытаюсь вам это делать, переводить. Идем дальше. Если мы будем рассматривать Солнце именно для планеты Земля, какова его роль?
Солнце для планеты Земля. Давайте начнем с планеты Земля. Сейчас мы посмотрели Солнце вообще, как ипостась Солнца для вообще всей Солнечной системы. Теперь Солнце для планеты Земля. Вы можете пока тоже писать еще свои вопросы дополнительные, если будет что-то интересное, постараюсь это включить. И, конечно же, поддерживайте меня лайками и комментариями, потому что очень высоковибрационный ченнелинг. Мы живем в такой зоне, где влияние Солнца достаточно ограничено. То есть, ну, вы знаете, что мы живем в холодной достаточно зоне, потому что те планеты, которые ближе к Солнцу, да, там белковой жизни нет. Вот. И здесь Солнце для нас – это нечто достаточно, ну, с трудом осознаваемое, я бы так сказала. То есть его вот истинная суть, нам очень сложно ее осознать. По ИСа мы живем за каким-то, знаете, как вот барьером. То есть вот планета Земля и Солнце, они как разделены каким-то вот барьером. И здесь вот обмен энергетический происходит достаточно с трудом. То есть вот чтобы что-то получить реально, вот на энергоинформационном уровне, здесь все очень, ну, есть такой тонкий-тонкий поток. То есть здесь поток Солнца для нас, он приобретает очень-очень... То есть вы представляете, вот нам бывает жарко, да, нам бывает очень жарко. Мы бывает просто умираем от жары. И нам кажется, боже мой, как солнце шпарит, куда деться, да. А на самом деле мы живем в достаточно холодной такой зоне, где лучи солнца вообще-то практически, ну так, по сравнению с тем, что оно может дать, да, до нас доходят просто крохи. Здесь вот весь энергообмен, он сводится к информационной составляющей. Вот здесь какая-то история про то, что... Сейчас я вот вам постараюсь объяснить. Солнце через эффекты как бы мы меньше осознаем, а вот Солнце как ментальную суть нам попытались донести в древние времена. Но сейчас вот я чувствую, что с Солнцем контакт очень... Вот как раньше был, сейчас его так не чувствуется. Вот что-то происходит. Земля и Солнце. Что происходит? Вот смотрите. То, что идет перестройка какая-то, это точно. Вот я не знаю, конечно, я не ученый, но ученые же говорят, что идут процессы на Солнце. Так вот, интересно, что сейчас идут какие-то процессы, они идут вот подспудные. Мы эффект этого процесса еще увидим. Вот тут по тузу пентаклей нас ждет какой-то сюрприз от Солнца. Вот сейчас с Солнцем происходят какие-то просто глубинные внутренние процессы, которые потом вырвутся на свободу каким-то чем-то новым, что-то будет другое. Вот интересно, что это? Да, видите, идет какой-то медленный процесс. Процесс чего? Накапливаются какие-то внутренние силы.
новое рождение. Вы видите, Солнце обновляется. То есть если брать, и вот здесь смотрите, 19-й аркан Солнца еще у нас. А Солнце вообще здесь как символ младенца, да, невинность. Значит, смотрите, взаимоотношения, если мы берем механизм, вот Солнце, вот Земля, да, что по отношению к Земле сейчас, как выглядят процессы на Солнце, если мы будем смотреть с Земли процессы на Солнце. Процессы на Солнце идут постепенно, происходит какая-то глубинная трансформация. Такое впечатление, что вот, смотрите, здесь беременность, да, здесь новое рождение. Вот хорошо бы осознать, что это, но рождается какое-то новое сознание. Вот мне идет такое, что это, возможно, какая-то ментальная трансформация, потому что мы сейчас разговариваем с Солнцем как с разумом, да, как с сознанием. И здесь, смотрите, по аркану интенсивность, причем в недалеком будущем, нас ждет какая-то история. Причем вот я смотрю, что осознать ее дано не всем. По аркану Маг здесь рождается какое-то новое сознание. Вот что это за процесс? Мне просто очень интересно его раскрыть. Потому что, смотрите, туз пентаклей, новое рождение, возможно, коды 5-го измерения, матрица наша пятимерная начнет уже, понимаете, работать в полную силу, потому что у нас сейчас пока идут перестроечные процессы, мы переподключаемся в матрицу 5-го измерения. Может быть, вот этот вот процесс, но я смотрю, что здесь вот потихоньку этот процесс идет, а потом он как-то резко ускоряется. И сейчас пока он на стадии потихоньку идет, но потом пойдет очень бурно. Вот процесс, возможно, давайте я уточню. Чего касается этот процесс, что же здесь рождается, мне просто очень интересно. Как мы, давайте я так задам, как почувствует человечество этот процесс, да? Молодцы, пишите, выгружайте все ваши программы, загружайте новые. Сейчас очень мощная энергетика, надо использовать. Тем более пошли уже вибрации пятимерной матрицы, я уже чувствую, сейчас наше сознание будет перестраиваться. Поддержите, поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на канал. Канал необычный, канал глубоко эзотерический. Итак, я задаю вопрос. Как отразятся на людях, да, эти процессы на Солнце? Что это значит для нас? Очень отразятся. Здесь вообще Манас, человек новой эпохи, да, это очень похоже, вы знаете, на коды 5-го измерения. Ингус – это квантовый скачок сознания человека. Понимаете? Как интересно. То есть получается, в квантовом скачке, о котором сейчас все говорят, о том, что мы все эволюционируем, переходим в коды 5-го измерения, о том, что наша планета переходит. А сейчас эти процессы идут на Солнце. Оно у нас как лидирует, да? Интересно. И вот эти процессы на нас, конечно же, очень влияют. То есть перестроечные процессы в матрице Солнца тоже свои идут. Как это отразится на человечестве? Давайте поближе к нам уже. Как мы будем чувствовать? О, да, мы почувствуем это. Что вам сказать? Мы это почувствуем. Больше всего мы почувствуем это, знаете, тут головные боли – это не то слово.
Здесь перестройки, связанные с телом. Здесь многие будут ощущать это прежде всего, как, вот знаете, снопом люди валятся, просто хотят спать, хотят лежать, не могут работать. Вот такое вот состояние очень сложное на самом деле. То есть это испытание для нашего физического тела. Сейчас я еще глубже раскрою. Ну, как всегда, смотрите, все по-разному. Для людей, которые будут сопротивляться этим перестроечным процессам, их ждет довольно сложная, мучительная перестройка. Она связана больше всего с дискомфортом на физическом теле. Вот. И все это именно ментальная блокировка. То есть на самом деле тело ни при чем. Тело тут ни при чем. Тело прекрасно могло бы справиться с этим. И так задумано, что должно справиться. Но наши мысли, да, наши страхи, наше недоверие, наше нежелание меняться, вот это все может приводить к таким тяжелым состояниям. Поэтому, друзья, выгружаем, отпускаем, иначе это будет сложно. Сразу говорю, видите, тут квантовый скачок, он всем дается по-разному. Есть люди, у которых высокая точка сборки сознания, выровненные энергии, они будут, наоборот, расцветать. Вот чем больше энергетика Солнца будет перестраиваться, тем легче и лучше они будут себя чувствовать. Опять все зависит от уровня сознания. Обратите внимание, да? Или такое состояние сознания, или такое. Это разница огромная, колоссальная. Поэтому по королеве мечей, если вы будете держать чистыми свои мысли, если вы будете четко держаться выбранного курса, не вилять, потому что вот вы сейчас выгружаете какие-то программы, манифестируете, не предавайте самих себя. Это самое важное. Когда вам будет сложно, тяжело, где-то будет подколбашивать, самое главное, не предавайте своих убеждений. Лучше проанализируйте, почему со мной это происходит, как я могу выйти побыстрее из этого состояния. Но не отказывайтесь, потому что ничего страшнее этого быть не может. Вот маргинал – это самое сложное состояние в этом случае. Сердце открываем к доверию и любви. Работаем с сердечной чакрой. То есть сейчас очень много делаете медитаций всевозможных на сердечную чакру. Да, она у вас побаливает, да, она у вас чувствительна в последнее время. Да, она сейчас, центр трансформации идет через нее, центр ментальной трансформации. Все-таки, как ни крути, ментальные коды пятого измерения к нам идут на планету Земля. Поэтому доверие и еще раз доверие. Убираем по королю жезлов перевернутым, убираем собственные ожидания и собственное состояние «я знаю». Вы сейчас ничего не будете знать и ничего не будете понимать. Король жезлов перевернутый говорит о том, что человек теряет почву под ногами. Он в этом ничего не понимает, он не чувствует себя здесь уверенно. А король жезлов привык чувствовать себя всегда уверенно, знать, что будет, и контролировать процесс, и быть хозяином этой жизни. Сейчас, как маленькие дети, в полном доверии придется нам принимать это состояние с открытым, с распахнутым сердцем. И вот здесь нас предупреждают о том, что в некоторых моментах, таких особо острых, когда трансформационные процессы будут достигать своего пика, нам придется, скорее всего, обращаться даже к целителям, если у вас есть такие доверенные люди. Почему? Потому что психологическое состояние такое, что бывает, человек не в состоянии сам себе помочь. Мы всегда в состоянии помочь себе сами, но только должно быть одно условие – не должно быть паники.
А вот если начинается паника, если начинают нас слишком перекашивать эмоции, да, то тогда уже нужна помощь. Поэтому держите себя в руках по королеве мечей, будьте стойкими, преданными своим целям, своим идеалам, и все будет хорошо. Ну что ж, квантовый скачок сознания, вот оно что. Наше солнышко на нас влияет таким образом. Да, принимаем новые энергии, абсолютно правильно. Так, поддержите меня еще комментариями и лайками. Много энергии уходит на этот ченнелинг, но я знаю, что это очень важно. Я должна это завершить, довести до конца. И я сейчас задам следующий вопрос. Давайте такой. Я обращаюсь к сознанию Солнца и прошу дать нам послание для жителей Земли, для людей Земли. Что Солнце хочет передать нам? Что нам необходимо знать сейчас в первую очередь? Да, мощно. Смотрите, пока мы сейчас раскрываем наш потенциал. Дело в том, что Солнце символизирует у человека личность. Я как личность. Вот если брать астрологию, нумерологию и так далее. Я – это я. То есть такой, как меня, таким, как меня видят люди, таким, как я себя показываю в обществе. И здесь вот Кана. Послание такое, и тут раскрытие нашего творческого и духовного потенциала. Это для нас самое важное, самое главное. Это в первую очередь, что нас сейчас должно интересовать. И вот на этой волне энергетической, которую Солнце сейчас несет, мы можем раскрываться, то есть весь ваш творческий потенциал, вся ваша харизма, все ваши магические способности, творческие способности, дары и таланты, все это сейчас солнышко может активировать. Поэтому если кто-то из вас сейчас хочет активировать свой дар, обратиться к Солнцу, протяните мысленно ручки к Солнцу и попросите открыть ваш творческий потенциал, раскрыть ваш дар, раскрыть ваш талант, вашу неповторимую божественную суть. Обращайтесь. Здесь идет информация о том, что вы должны дать согласие на обучение, потому что здесь паш мечей – это символ ученика. Здесь в кодах 5-го измерения вы себя можете чувствовать неуверенно. Здесь совсем другие законы. Вы с ними еще пока не знакомы. И вам еще очень многое нужно усвоить и понять. Поэтому просите взять вас на обучение, давайте согласие на водительство, на то, чтобы вам давали знаки, направляли, подсказывали вас, вам оберегали вас и так далее. Просите, потому что здесь вот важно еще принять решение. Вот я смотрю, что без вашего согласия, видите, не будут вам помогать раскрывать ваш творческий потенциал. Вот здесь вот убирайте гиперконтроль. Я смотрю, очень многие до конца боятся отпустить вот эти коды третьей мерности. Есть здесь такой момент, что, вот видите, у нас кармическая справедливость и верховная жрица. У кого-то
ваши способности, ваши сверхспособности, дары и таланты, они очень связаны с кармическими программами. И вот у кого удалось проработать, осознать, выгрузить эти программы, у того откроются эти дары и таланты. А кому-то придется еще их осознавать. Но вам нужно обязательно уйти вглубь прошлого, вглубь веков и осознать, почему эти таланты и дары у вас не раскрыты в полной степени. Там есть какая-то душещипательная история у каждого из вас. И вот отсюда, собственно, и лезут эти страхи, желания контроля и так далее. Поэтому кто готов, еще раз говорю, кто готов, обращайтесь к солнышку, манифестируйте, просите раскрыть ваши дары, таланты, способности. А кто чувствует, что еще не готов, просите показать вам вот эти вот кармические узлы для того, чтобы вы осознали, какие программы блокируют, и пока еще вам надо выводить на сознание, чтобы вам солнышко помогло вывести на сознание те программы, которые блокируют эти дары и таланты. Да, поток очень сильный, тоже трудно говорить, но позитивный, очень позитивный, радостный поток. Так что послание Солнца: раскрывайтесь, идите в новое и проявляйтесь. Хватит уже контролировать, подсматривать через замочную скважину, откладывать на потом. Принимайте решение жить здесь и сейчас. Вот что очень важно. Давайте возьмем целительство. Я прошу силу и мудрость Солнца помочь сейчас нам исцелить наши программы, трансформировать те программы, которые уже пора трансформировать, потому что у нас закладывается цикл, очень большой глобальный цикл, сейчас солнечное затмение, поэтому мы сейчас можем окончательно перестроиться на ближайшие 20 лет. 20 лет для человеческой жизни – это очень глобально, это очень много, поэтому давайте произведем сейчас процесс целительства. Я обращаюсь к высшим силам, силе рода, силе ваших тотемов. Я обращаюсь и призываю ангелов кармы и всех, кто может сейчас нам помочь, при помощи мудрости Солнца трансформировать те программы, которые нам уже сейчас не нужны, но работают по умолчанию в тихом режиме, трансформировать их и отпустить с благодарностью. Благодарю высшие силы. Беркана и Ансус, эта манифестация была принята. Беркана – это всегда энергия покровительства, защиты, исцеления. Беркана – это прекрасная руна целительства, очень хорошего здоровья. Поэтому целительство пошло через женский аспект.
Дорогие мои, идет такая информация. Под этим видео я прикрепила 2 медитации. Огненная трансформация, 11.11, сжигаем карму. Здесь как раз 11-й аркан, я поэтому об этом говорю. И еще одна огненная медитация, которые помогут вам закрепить этот эффект. Информация идет такая. Манифестация принята. Все, что вы сейчас сделали, это колоссальный труд, это ваш духовный подвиг. Но если вы чувствуете в себе потребность, потому что вас много, и некоторые сейчас нуждаются в поддержке, у некоторых началась сейчас глобальная астральная чистка. Знаете, как вот пласт какой-то сдвинулся, и процесс, он дальше ведь пойдет. Я не могу вас оставить без поддержки, я не могу просто так закончить эфир. Я хочу вам сказать важную вещь, что возьмите, попробуйте сделать вот эти медитации. Кому-то больше одна понравится, кому-то больше другая понравится. Может быть, вы обе будете использовать. Их поделайте, пожалуйста. Я не могу, вот здесь надо индивидуально подходить, потому что, но вот идет мне где-то от 8 до 11 раз. Это так, для большинства в среднем. Да, я говорю, для большинства в среднем. Это значит, вы должны поделать их на протяжении 8-11 раз, вот подряд 8-11 дней. Можете делать утром, можете делать на ночь, как вам больше нравится, как вам, насколько вам удобно. Но вам сейчас это поможет окончательно, вот процесс, который мы сейчас запустили, целительский, завершить. Это будет очень хорошо, потому что идет работа по женскому типу, то есть она будет идти такая медленная, поступательная, спокойная. Это очень хорошо. Мне очень нравится, что мы пошли по Беркана. По Беркана это значит, все будет происходить более-менее в щадящем режиме. А программы у вас очень глубинные, мои родные и родственные души. Поэтому если вы будете где-то эмоционировать, все нормально, все сейчас пройдет. Потому что мы входим сейчас в серьезный период. У нас 20 числа июль, у нас идет дальше солнцестояние зимнее, да, у нас еще масса всего впереди. И у нас начинается тема, продвигается тема рода, вот, и как раз закрытие вот этих кармических программ. Поэтому вам и рекомендуют, пока мы работаем, у нас июль еще будет длиться 13 дней, да, поэтому вот здесь такие цифры идут, кому сколько нужно. Но от 8 до 11 раз приблизительно это если брать среднюю температуру по больнице, как говорится. Так, рекомендации я беру для вас. Над чем работать сейчас в первую очередь. Не забудьте поставить лайк. Очень много энергии идет на это видео. Так, над чем работать в первую очередь? На чем сейчас концентрироваться? Нам показывают врата. Врата 13-13, да. Дело в том, что этот ченнелинг мы делаем в солнечное затмение, да. Но очень серьезный процесс с Солнцем будет происходить 21 декабря. И вот это и есть, собственно говоря, солнцестояние, да, зимнее, это же и есть врата 13-13. То есть, смотрите, до врат 13-13, до зимнего солнцестояния постарайтесь привести в порядок себя. Как вы будете это делать? Но ваши эмоции должны быть выровнены,
Ваши астральные поля должны быть максимально вычищены. То есть сейчас до врат 13-13 занимаемся интенсивно исцелением себя, приводим в порядок свои энергетические структуры. Так что кому нужна будет сейчас вот помощь по выводу на сознание, обращайтесь. Сейчас день кормит год. Вот этот период пройдет и начнется совсем другой жизненный этап. Он тоже будет важный, он тоже будет мощный, но он будет другой по своей наполняемости и нацеленности. У нас пойдет другой процесс. У нас пойдет процесс сдачи экзаменов, у нас пойдет подготовка к квантовому скачку, к весеннему равноденствию. Поэтому у нас совершенно другие будут процессы, нацеленные на будущее, они будут больше. Сейчас у нас разбираемся с прошлым, с ретро, понимаете? Максимально наводим порядок, чистоту, приводим себя в чувство. То есть к вратам 13-13 вы должны уже быть все красавцы. Вот. И поэтому приготовьтесь. Да, это будет очень мощный момент. Вот эти врата 13-13. Да. Вот через них просто вы не пройдете. То есть если будет у вас процесс такой, будут страхи, будут блоки, если вы до сих пор не сделаете еще свой выбор, что произойдет? Ничего страшного не произойдет. Просто не будет квантового скачка, и ваша жизнь, в принципе, останется на том же уровне осознанности. Вы будете проживать свою жизнь. Ничего страшного не произойдет, но и в то же время не будет эволюционного скачка. Что я вам говорю обычно? Когда вы меня спрашиваете, что будет, скажите, что будет. Вот в данном случае что будет? Ничего не будет. Ничего не будет, если вы не изменитесь. Да? Будет то, что и было раньше. С вашей жизнью просто ничего не изменится. Поэтому приводим себя в порядочек. Императрица, очень хорошо. Женский аспект, да, приводим в порядочек. Угу. Нам рекомендуют, смотрите, медитации максимально. Включаем здесь прям все женское. Смотрите, нам рекомендуют максимально на женских энергиях, на расслабленности, то есть не зажимаемся в страхе. Страхи – это уже все, это зажим, да, это уже вот туриса, сомнения, да. То есть убираем блоки, убираем страхи, максимально работаем сейчас с эмоциями, максимально в астральном плане. То есть медитации, доверие, расслабленность, все, что вас успокоит, все, что вас гармонизирует, да, все сейчас на пользу. По 17-му аркану звезда, конечно, вывод на сознание глубинных процессов, то есть вы отслеживаете свои процессы, да, как реагируете вы на те или иные ситуации, отслеживаете все свои мысли, кто-то что-то сказал, где-то вас цепануло, где-то резануло, где-то кольнуло. Все это отслеживается, скрупулезно анализируется, выводится на сознание и отпускается. То есть сейчас у вас есть возможность себя анализировать и трансформировать. Занимайтесь, пожалуйста, этим до врат 13-13, то есть до 21 декабря. Вот такая пошла информация. То есть пока работаем с прошлым, пока вот вперед нас не пускают, пока идет трансформационный период. 20-го я собираю конференцию, это будет праздник Йоль, это будет скайп-конференция. Для тех, кому интересно, присоединяйтесь. Это будет 8 часов вечера в скайпе. Мы собираемся, все свои родственные души. Если резонирует то, что я делаю, то, что я говорю, я приглашаю всех желающих поработать с родом. Это будет, с одной стороны, ответы на вопросы, если они будут, с другой стороны, девочки, которые уже работали с родом на протяжении года, будут отдавать результаты своего труда, своей проделанной работы. Мы будем подводить итоги, мы будем обмениваться этим опытом.
Вот, мы, возможно, проведем практику. Поэтому всех, кому интересно, резонирует, пожалуйста. Вот так вот, дорогие мои родственные души. Благодарю вас за внимание. Спасибо, что вы со мной, что вы в доверии, в принятии. Благодарю за работу в кристалле группы. Я чувствовала вашу поддержку и синергию. Ну, я не прощаюсь. До скорых встреч. Тем более, что я выйду в эфир 18 числа, так как планета Сатурн меняет знак. И кармические узлы сейчас будут совсем у нас иначе выглядеть. И мы будем с вами анализировать нашу карму, новые задачи кармические. Поэтому до 18-го, мои дорогие. До скорых встреч. С вами была Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. Пока-пока.